Под напором коронавируса трещит по швам не только миф о превосходстве западного хай-тека, но и сказки о прорывных биотехнологиях. Кряклы годами веровали, что в заокеанском Валиноре, в смысле в Калифорнии, есть такие специальные таблетки, которые выпил и вжух, и снова молодой. А раз так, то уж вакцину от коронавируса они одной левой состряпают играючи. В реальности же США панически стараются провернуть привычную схему. Купить за напечатанные фантики то, что разработали другие. В мае 2019 я выпускал материал с разъяснениями того, почему российская либерда так молится на набившие оскомину западные инвестиции. Кратко напомню суть. Англосаксонские жулики очень любят слияние и поглощение, которые сводятся к нехитрой двухходовке. Какая-нибудь небольшая компания разрабатывает нечто действительно прорывное, ну или хотя бы новое. А крупная американская корпорация тупо покупает это за миллиарды, полученные в кредит под около 0%. После чего объявляет купленное своим достижением. То есть за фантики, вернее даже за нолики в компьютере банка, покупается нечто стоящее, реальное. Предприятие, технология, ноу-хау, да что угодно. Именно поэтому ради реализации привычной двухходовки одно из ключевых требований США в адрес Китая в рамках торговой войны было открыть рынок для инвестиций. На русский это переводится как «дать возможность проходимцам скупать китайский бизнес, потому что у кого в руках печатный станок, тот и сильнее». А теперь вернемся к текущей ситуации вокруг пандемии и прочтем недавние новости. В разгар пандемии коронавируса избирательной кампании в США Дональд Трамп решил совершить в Германии сделку в духе своего любимого лозунга «Америка прежде всего». America First. В воскресенье и понедельник, 15-16 марта, эта история наделала немало шума в немецких СМИ и социальных сетях. И наверняка будет иметь еще политические последствия. Основатель софтверной компании SAP или SAP и владелец биотехнологической фирмы CureVac Дитмар Хоп пресек попытку Вашингтона заручиться эксклюзивными правами на средства против COVID-19. Чтобы не завязнуть в деталях, расскажу кратко. 3 марта Трамп встречался с руководителями фармакологических и биотехнологических компаний, тех самых, которые вроде как впереди планеты всей. Так вот, на встрече помимо руководства американских лидеров по производству специальных таблеток, присутствовал также руководитель упомянутой немецкой CureVac Даниэль Маникелло. Эта компания отличается от заокеанских имитаторов тем, что реально работает над вакциной от коронавируса. Deutsche Welle коронавирус по-другому называет, но это все он же, напугавший жителей нашей планеты. Дело в том, что биотехнологическая фирма CureVac интенсивно работает сейчас над созданием вакцины от вируса SARS-CoV-2. По ее собственным данным, она уже в начале лета сможет приступить к клиническим испытаниям этого многообещающего средства. При благоприятном развитии событий прививка могла бы быть готова к осени. Более того, компания сообщает, что располагает сертифицированным в декабре 2019 года оборудованием, которое за один производственный цикл может выпускать до 10 миллионов ампул с вакциной. И вот в Вашингтоне, в Белом доме, американскому руководителю этой немецкой фирмы сделали предложение организовать продажу компании. Речь якобы шла об $1 миллиарде. Или хотя бы обеспечить Соединенным Штатам эксклюзивные права на вакцину и технологию ее изготовления. Дональд Трамп, как узнала немецкая газета Welt am Sonntag, захотел иметь вакцину только для США. Учитывая, что ФРС США уронила базовую ставку до нуля, удивительно, что глава Белого дома 10 миллиардов не предложил. Впрочем, и предложенного, наверняка включавшего бонусы, то есть взятку для самого Маникеллы, было более чем достаточно. Топ-менеджер ведь наемный работник, ему плевать, будет стоять на продукции лейбл «Сделано в Германии» или «Сделано в США». Ему главное гешефт. А Трампу главное показать, что Вашингтон типа впереди планеты всей и надрал вирусу задницу, защитив американцев. А остальное человечество ему по боку. Правда, собственники немецкой компании предложение не оценили. И спустя 8 дней после встречи с Трампом Маникелло вылетел из кресла главы CureVac. Его сменил биолог Ингемер Хёр, который, собственно, ранее эту компанию и создал. А на возвращении Хёра на должность настаивал основной инвестор, 79-летний немецкий миллиардер Дитмар Хоп.
Не факт, конечно, что немцы создадут вакцину первыми. Россия, допустим, быстрее всех расшифровала геном коронавируса, и у нас в стране уже начато испытание 6 прототипов вакцины. Роспотребнадзор сообщил о начале испытания прототипов вакцины против нового коронавируса. Их в самые сжатые сроки разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» на 6 различных технологических платформах. Но в случае с немецкой компанией важно другое. В Берлине прекрасно понимают, чем реальный прогресс отличается от имитации. И ФРГ открыто подвергла США критике за попытку купить за фантики чужие достижения. Власти Германии не позволят, чтобы другие страны присваивали себе исключительные права на наработки немецких вирусологов, разрабатывающих вакцину от коронавируса. С таким заявлением выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас после того, как стало известно о попытке властей США перекупить немецкую биофармацевтическую компанию CureVac. По сообщениям немецких СМИ, администрация президента Дональда Трампа хотела, чтобы эта фирма изготовила вакцину исключительно для США. Схема «мутим деньги из воздуха и скупаем за них реальные активы» дает сбои все чаще. Не получится выкупить права на чужое изобретение, чтобы после шантажировать весь мир тем же способом, которым в самих США ушлый SoftBank шантажирует фирмы, работающие над тестами на коронавирус. Я уже рассказывал вам об их шантаже совсем недавно, в очередном из материалов, посвященных американскому имитационному хай-теку. В условиях, когда есть реальная угроза, защиту от которой нельзя слепить левой ногой на блокчейне или напечатать на 3D принтере, мир все меньше готов терпеть имитацию. Это, кстати, видно даже по действиям главы британского правительства. Он хоть и обладает имиджем клоуна, но мозги у него все же есть. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обратился к компаниям Rolls-Royce и JCB с просьбой изготовить аппараты искусственной вентиляции легких. Это должно помочь в рамках лечения инфицированных коронавирусом COVID-19. Не могу не процитировать ехидный комментарий моего тезки IT-эксперта Руслана Карманова. Как быстро шелуха-то сходит. Вот-вот уже почти промышленная революция. Вот-вот эти грязные заводы и станки испарятся. Писали нам годами журналы для юных бородатых имбецилов с пролактином, как у матери героини. И за место них появится все белое, все шикарное, все само по себе работающее. Никто пальчиком даже шевелить не будет. Всюду роботы, автоматизация, 3D-печать. И просто сидят люди за мониторами и посмеиваются. Денежки получают. Ой, как распрекрасненько будет. Уи! В итоге, как только реально серьезная тема, почему-то глупые-приглюпые, ржали всем хабром и лепрой над ними. Британские высокопоставленные дяденьки пошли не в акции Теслы и Apple вкладываться, не у Гугла просить, вы нам разработаете быстро, у вас же методологии быстрой разработки есть, у вас же капитализации много хай-теха. А к своим местным ватникам в промасленных спецовках и с навыками разработки и производства настоящего хай-теха, авиационных движков. Ужас, да и только. Джонсон что, российскую либеральную прессу не читает, что ли? Она же из года в год пишет, что все самое передовое — это американское, и надо туда за помощью бежать. А теперь представьте, сколько еще страшных травм готовит к реаклиату разбушевавшийся коронавирус. Глобализованный мир, на 80% состоящий из симулякров, рушится, словно карточный домик. Кстати, куда подевались все, кто верещал, что импортозамещение не нужно и что Россия отстала навсегда? Ау, кряклики, расскажите нам, что Роспотребнадзор врет, потому что ватники не могут разработать вакцину никогда. Может, вы Либерду и Евроукров в комментарии позовете, уважаемые наши подписчики? А? В комментариях будет интересно в таком случае. Можно ли ввести в РФ карантин и не подорвать экономику? Как можно не подорвать экономику, если рабочие места, собственно, не будут функционировать, а вот производство не будет работать, то есть товар на рынок перестанет поступать, соответственно, товаро-денежные отношения просто прекратят свое существование. И о какой, в принципе, экономике может идти речь? Все встанет. Если сейчас все закрыть, то, естественно, никаких оборотов наличных средств, ничего не будет. Так что я думаю, если сейчас сделать карантин, то экономика подорвется. Любой выбор имеет свои плюсы и минусы. Экономика России, мне кажется, настолько подорвана, что карантин здесь решающего действия не окажет. Я думаю, что нет. Экономика в любом случае разрушится. Я даже не знаю. Вот я в Москве вторую неделю в командировке, я не заметил какого-то карантина. На самом деле какого-то там ажиотажа, что там все болеют, все. Я достаточно везде был, в Большом театре ходил, я
Не знаю, почему карантин. Может, и потому, что меня как-то не коснулось это все. Но как такового ажиотажа, как вот раньше в старых летописях бумонная чума, все бегают, все кричат, там такого нет. Москва живет своей жизнью, как бы. Мне кажется, нет, потому что все равно это на экономику будет влиять. Люди, если дома будут сидеть, будет карантин, когда для страны это все равно нехорошо будет. Но для людей все равно лучше. Это нигде невозможно, не только в России, но и в любой другой стране. Я думаю, невозможно. Без ущерба для экономики карантин – это абсолютно вещи противоположные, логические, они не увязываются. Но если люди не работают, я не понимаю, как экономика можно двигаться вперед. Поэтому, наверное, если у нас будет карантин, как у них сейчас в Франции, в Испании, тогда будет огромный спад в экономике. И об этом мы не можем делать ничего об этом. Но Россия такая страна, которая пережила очень много, выжили очень много. Поэтому я думаю, что вы как народ можно это выжить. Поэтому это будет легче для вас, чем для нас, для европейцев, потому что такие экстремальные происшествия у нас раньше не были. Коронавирус. Кто-то ходит по магазинам и снимает пустые полки для того, чтобы выкладывать в сторис. Кто-то шьет маски и уже готовит антисептики своими руками. Кто-то вынужден занимать детей, потому что школы на карантине. Ну а доблестная команда Политраши продолжает работать, студия работает, мы в повестке, мы следим и публикуем материалы. А сейчас посмотрим, чем ребята занимаются. Так, Бориса трогать не будем, у него сегодня очень напряженная работа. Конечно, всем нам пришлось изменить планы. Андрей, поделись, пожалуйста, с нашими подписчиками тем, как коронавирус повлиял на твою жизнь. Ну, свадьбу перенесу, скорее всего. Перенесешь? На год. А, на год? На год, может, на 2. А может, вообще отменим. Вот так. Это Оксана. Оксана, у тебя наверняка есть какой-нибудь лайфхак по борьбе с коронавирусом. Я открываю двери локтями. Годится. Я, кстати, тоже стала это делать. Это Борис. Боря, а как коронавирус повлиял на твою жизнь? Я перестал в метро спускаться. Я очень теперь боюсь метро. И вот так вот. Вот так вот все. Дома, конечно, безопаснее, но есть минус. Сидя дома, больше ешь. Но есть и плюс. Через 9 месяцев может случиться бэйби-бум, который нашей стране очень кстати. А это Дима. Ну а если вы выходите из дома, формула здоровья проста. Моем чаще руки и дольше, бережем близких, много не тусуемся и, самое главное, заменяем тревогу на знания. Кстати, о знаниях. Канал Политраша продолжает делиться полезной и проверенной информацией, приглашать ведущих экспертов. И ваша поддержка нам очень важна и очень ценна. Именно сегодня помочь каналу вы можете, перейдя по ссылке под каждым нашим видео.